Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ИС-6, советский, тяжелый танк 8 уровня, прем-танчик, на котором можно фармить серебро. И, кстати, данный танк сейчас, 30 ноября 2022 года, можно купить за боны, ИС-6 черный, можно купить в прем-магазине за голду, можно взять в аренду от Ростелекома. Сейчас как раз началась акция, если хотите попробовать этот танк. Ну и давайте разберем, а хороший он или плохой, и вообще как заходит по фарму. Ну и начнем мы, конечно же, с бронирования. Так что пойдем смотреть броню. Погнали. Итак, вот коллижная модель нашего ИСа-6. Ну и давайте по порядочку, значит, с НЛДшечки начнем. У нас 120 миллиметров бронирования НЛД. В приведенке 192. Много ли это мало? Это неплохо. А если еще рамбануть, то тут уже 230. Учитывая, что на 8-х левелах тяжелых танков достаточно пушек во всех нациях, где бронепробитие меньше 200, уже это получается анти-ТТ броня. Да, по сути. Что касаемо ВЛД. ВЛД у нас в приведенке 110 мм, в приведенке снизу 205, сверху 217. Вот, щеки у нас рикошетные 300 мм. Вот, люк мехвода 232. Много ли это мало? Ну, блин, ребята, как уже и касаемо НЛД, в принципе, часто будете танковать одноклассников. Девяток, десяток, конечно же, нет. Вот, ну и анти-СТ тут все, в принципе, корпус. Башня, маска орудия рядом со стволом 300. Вверху до 450, внизу даже он 1000 появляется. Здесь у нас 236, 320, 260, 370. Ну, такое, в принципе, может держать удар против одноклассников. Лючки у нас 150 мм, 172, лючки анти-СТ. Тяжелые танки, конечно, будут пробивать. Боковое бронирование. Так, у нас так, экраны сплошные, да. Катки тут фиг. Ну, короче, сумма вот здесь, где катки 106, 158, 132. Танкует, естественно, отлично. Отлично танкует. Единственное, подставляет щеку вот эту, но она тоже под хорошим углом приведенным, да, броня получается 236. Короче, танчик для новичка по броне прям реально хорошо зайдет. Прям реально отлично. Вот, давайте смотреть, что у нас по пушке. Пушка у нас 122 мм, альфа сочная в 390, пробитие основным типом снаряда 196, голдой 225. Заряжается пушка на стоке 11,7 секунды, 0,44 точность, да, точности здесь нет, и достаточно долго она сводится, пушка 2,8 секунды. По полевой модернизации, вот, я еще не вкачивал ее, хотя пока просто коплю серебро на кое-что другое, но вездеходную ходовую во втором блоке качаете, притирку шестерни наведения в четвертом блоке, в пятом блоке звукоизоляцию. Здесь выбираете все на, ну, наверное, давайте глянем. У нас либо огневая мощь, либо мобильность. Соответственно, ну, наверное, лучше нам качнуть мобильность, потому что танк достаточно медленный. По оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, ставим закалку. Обязательно ставим. Вот я здесь, кстати, выбрал огневую мощь. Может быть, и полевой, и огневую лучше поставить вторым слотом. Вот я как раз досыл поставил именно в это гнездо. И, к сожалению, хотелось бы поставить турбину, но пушка имеет плохую стабилизацию, крайне плохую. Я рекомендую ставить стабилизатор. По снарядам, основной снаряд у нас ББшка. Летит 790, так, более-менее. Да, вот голда под кол летит почти косарь. И это уже круто. По снаряжению ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель. Танчик часто взрывает ему БК, горит. Поэтому огнетушитель ставьте. Вот, 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. По пушке. -6.
Господи, слава богу, хоть не минус 5. И по сути, для новичков это единственный момент, который омрачает данный танк, это отсутствие УВН. Минус 6. По ХП 1760, как для танка 8 уровня тяжелого, это нормально. По мобильности 35 вперед, 14 назад. 13,5 лошадей удельная мощность двигателя. Вот, незаменность, зачем я ее открыл. По обзору 394 метра, стандартный параметр для тяжи на 8 уровне. По плюсам, минусам машины. В принципе, танк не очень большой, и это плюс. По подвижности однозначно минус. По пушке 100% минус. Это медленные снаряды на основном типе снаряда. Отсутствие УВН. Долго сводится и плохая стаба. По пушке, конечно, не самая лучший вариант. Но зато по броне здесь все четко. Вот. Здесь все четко. По обзору стандарт. Ничего тут даже не добавишь. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте глянем, как ИС-6 можно сейчас реализовать в стандартном бою. Погнали. Так, попали на Тихий берег. У нас обзор боем ИС-6. Танчик, который сейчас просто можно купить разными вариантами. Советский тяжелый прям тяж. Да, можно купить за боны ИС-6 черный. Можно купить за голду в обычном магазине, в прем-магазине. Можно взять в аренду от Ростелекома. Так что, ребят, на выбор, да. Че, поедем на воду, да, воевать. Сейчас мы там навоюем. Так. Че, на ББшечках будем воевать? Посмотрим, как фармит. Хотя и сейчас корнерваны ихние, взводные причем, станут от башки. О, сейчас в борта нам, да? Не, проехали. Ис у них как интересно играет, куда поехал. Просто красавчик. Блин, пушка низко, вот. СТА-2, да, удобно играть. У него пушка клонится. А у нас нет. Не, а чё тут нам сиськи мять? О, нарядили Корнервана. Ух, через быка. Хорошо его размяли. Но его сейчас там убьют. Продвигаемся дальше. Давайте почекаем, что да как. Тихо, тихо, тихо. Там АТ-7 у нас, да? Не пробили.
Так, в ямочку. Не, давайте уж на ББшках, чё мы. На ББш, хотя Т7 такое себе. Вот, убили. Господи, что это мы так нищенно стреляли вообще? У Исухи там уже ХП нету, едем, короче, за артой, господа. Мы тут, кстати, в соло. Как бы на меня тут сейчас не накинулась толпа врагов. Че, сумму косарь сделали? Все уже хорошо. А куда вся арта уехала? А я знаю куда. Она уехала за своими. Следом. Да. Едем в поисках. Мы как Даша путешественница, да. Едем. Пока доедем, всех убью. Ну, такая подвижность. О. О. Едем дальше. Куда это она собралась? Куда это Артуля собралась? Привет. Ну все, невероятные 1800 суммы. Да. Так, КВ-3 внизу. Едем на него. Его сейчас, правда, ВАЗик сбреет. Скорее всего. О! Т-34Б. Здрасте. А почему я посчитал, что КВ-3? Ладно, глупость какую-то сказал. Так, что у нас? Сумма 1800. Нас больше всего интересует. Мы без голды играли на ББхах. А чё? А сколько мы нафармили? Давайте смотреть. Сейчас как увидим, что мы там нафармили 100 тысяч миллионов серебра. Это круто. Короче, есть у этого танка проблемы. Проблемы в первую очередь это отсутствие УВН на пушке. Вот, броня в принципе годная. Во, опыта дали, гля. 3000, да, спасибо, да. А чё мы в команде? 5-е место по урону, к сожалению. Но сделали 3 фрага, арту убили. Ух, крутые, да. Играли full ББ. Так, ребята. У меня здесь доп-пайок стоял. Забыл убрать. Ну ладно, считаем, что мы играли без доп-пайка. И чистыми нам тогда дали. Сколько? 49 плюс 20, 69. 70 тысяч серебра. За сколько? За 1200 и на свет у нас 600. 1800 суммарного урона дали 70 тысяч серебра. Но опять же, здесь надо учитывать, что 17 тысяч это боевые выплаты за клановый буст на серебро. Поэтому получилось бы, наверное, даже скорее 53 тысячи. Что-то такое чистыми. Вот такой-то танк. Хороший ли это танк? Да, если вы недавно начали только играть танки, да, и хочете себе взять прем танчиком, вполне вам подойдет, потому что, ну, броня прощает ошибки новичкам. Вот, хороший разовый урон, но без УВН. Учитесь играть изначально на танках без УВН. По 5-бальной системе мы этому танчику поставим нищие 3 с плюсом, больше не поставим, потому что танки без УВН в игре сейчас не играбельные говно. Вот, ребят, пишите в своих комментариях, у кого есть такой танк, чтобы новички видели, а стоит ли его покупать за реальные деньги, за боны.
Вот, как по мне, ну, такое себе. Не очень. Не очень все равно. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорой встречи. Пока.